Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за прямыми эфирами и нашими встречами с Пламеном Пасковым. Он на связи прямо сейчас. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу постоянно растущую, очень любознательную аудиторию в этой солнечной, холодной, чуть не сказал, осени 2025 года, но уже зима, второй день как уже. Да, зима. И вы знаете, такая очень бурная зима. Горячая, я бы сказал, на политически разные процессы. И, конечно, топ-тема сегодняшнего дня – это визит Кушнера и Уиткофа к Путину. Значит, встреча ориентировочно будет где-то часов через 5, вот в этих пределах. В общем, очень интересно, как ведут себя американцы, как ведут себя, собственно, россияне, ну и украинцы с Зеленским, с бушующим скандалом коррупционным и его турне очередном по странам Европы. Все обсудим, обо всем поговорим. Единственное, что должен призвать всех подписываться на Пламена, подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, всем большая благодарность за то, что участвуете в наших разговорах. Это сделать очень просто. В сообществе YouTube есть анонс нашей встречи. В закрытом клубе Шелест тоже есть анонс встречи. Там оставляют вопросы. И, конечно, будем прибегать к чату. Но это в самом финале. QR-код, который видите на экране возле меня. Возможность поддержать канал и, в общем-то, на экран вывести свой вопрос, мнение, пожелание. Конечно, начнем с опроса сегодняшнего эфира. Он такой тематический. Сможет ли Кушнер и Уитков в Москве остановить боевые действия в Украине? Смотрите, не войну, никакие вот боевые действия. Получится, не получится? Варианты. Однозначно, сколько можно. Нет, послушают о Рюрике и вернутся. Цель другая. Демонтаж Украины в том виде, в котором она есть, и замена Зеленского. Ну, или есть еще такой вариант, тоже посерединке, да, но ненадолго. Выбирайте из этих четырех вариантов и в конце подведем с Пламеном итоги. Пламен, ну, конечно, действительно, с чем едут, так до конца и непонятно. И, собственно, этот разговор выглядит очень важным, но если обернуться назад и посмотреть вот эту всю чехарду с переговорами, когда и Шанева, потом с Ермаком, да, потом Флорида без Ермака в гольф-клубе встречались, потом опять и снова вчера внезапно Уитков говорил с Умеровым, потом они говорили по телефону все вместе, Макрон, Стармер, Умеров, Витков и Зеленский. Сейчас вот там Зеленский говорит, жду доклад, сейчас прилетит Умеров, что-то расскажет, Уитков должен был, по идее, залететь в Ирландию, но не залетел. В общем, очень и очень насыщенно. О чем можно говорить? Пункты есть, да, там сокращают, переформулируют, но ключевой же момент. Многие аналитики говорили, что сейчас этот визит в Москву, ну, изначально будет ни о чем, потому что все перелопатили и переписали, но он все-таки, этот визит, состоится. Видимо, что-то или на порядок выше, чем... ну, вот это вот месиво из разных фактов и как бы таких, да, украинских хотелок от плана Трампа. Или обо всем договорились, просто никому не сказали. Ну, если по поводу вашего вопроса, я считаю, что пункт 2 железобетонно и с конечным результатом, ну, позже, не сейчас, пункт 4. Но, опять же, непосредственный результат будет пункт 2. Что скажет наша аудитория? Посмотрим в финале нашей сегодняшней встречи. Могут ли они о чем-то договориться? Ну, знаете, я буквально не вчера, так позавчера у себя публиковал мой собственный, можно назвать его инсайдом. Я понимаю, что это слово немножко такое уже почти клише, почти все злоупотребляют вот этим словом и не всегда пользуются по назначению, с ответственностью. Но, тем не менее, вы прекрасно знаете, что за последнюю неделю все говорили об этих 19 пунктов, которые напротив этих 28, но вы видели их вообще-то воочию, где и как можно на эти пункты почитать. Я нашел, вернее, мне нашли из Вашингтонского, округ Колумбия, Болгария, которая трудится там в этом ведомстве под названием, неважно какое, там то ли Капитолий, то ли Белый дом, ну не суть, чтобы не сгорели. И у них это так называемый драфт, то бишь рабочий документ, вернее черновик, наверное, надо правильнее перевести по-русски, попался, они мне его дали. Если считать и по точек, это
список из 24 точек. Но если считать именно так, как они есть, это 19, у которых несколько имен там подточки, особенно там в плане НАТО, там территории и так далее. То есть, когда читаю, я уже провел специальную передачу еще раз и прошелся по всем этим пунктам, там совершенно очевидно, что те, которые писали вот эти 19 точек, они не сильно лучше с юридической, с литературной и с дипломатической точки зрения, чем те, которые писали эти 28 точек. Эти 28 точек мы уже обсуждали, вы обсуждали и с другими респондентами, поэтому даже повторять и напоминать, что там было, не буду. Суть в том, что стиль совершенно четко указывал на то, что писалось на коленке, причем людьми, которые, наверное, в кабачке, а не на Ялте как-то это обсуждали. А этот ничем не лучше, кстати. Хотя у них было больше времени, хотя вроде бы и там европейцы, вроде бы и Женева, вроде бы. Сами знаете, это тоже обсуждали, поэтому тоже повторять не буду. Но уровень тот же самый, ну, скажем так, дядя Вася из 5-й автобазы курит махорку, что называется. От этого ничего лучшего не следует, потому что там из этих 19 пунктов за прошедшую неделю несколько изданий сделали утечку на несколько из них, 3-4, ну, около 5. Но все они являются, скажем так, прямым продолжением войны. То есть это казус белли. НАТО обсуждать не будем, армию сокращать не будем, территориальные уступки не будем. Ну, привет, ребята, значит, лечение должно продолжаться. Вернее, оно продолжится. Должно или не должно, это вопрос точки зрения. Но лечение, очевидно, продолжится. Если не хотите территориальные уступки, то тогда эти территориальные уступки будут отвоеваны оружием. Ценой 100, 150, а то и 200 тысяч убиенных с той и с другой стороны. И разрушенные дома до уровня колена, руины, которые были, ну, скажем так, произведениями архитектуры и так далее и тому подобное. Хотите так, значит так. Интересно, что такое хотят... Кто хочет так? Подождите. Это Давайте разбираться. вопрос. Смотрите. Это самый главный вопрос. Кто хочет так? Вот сейчас, да, мы поговорим, кстати, тут уже я вижу в чате трансляции, мы в прямом эфире прямо сейчас. У нас 11:27 по Киеву, сегодня 2 декабря. Ну, просят меня периодически, да, когда прямой эфир, вот это озвучивать. Смотрите, мы поговорим о событиях в Болгарии, тут уже в чате пишут, там, расскажите, а что к чему. Майдан в Болгарии, сейчас как бы увяжем мы, потому что там есть определенная линия или там какая-то удочка, которую можно пробросить, да, и, в общем, связать все происходящее с событиями в Украине, и в том числе с вот этой остановкой, которую там торпедируют, ну, или как, не торпедируют, ускоряет Трамп и торпедирует Европа, как бы сбивает все происходящее. Значит, тут очень интересный как бы материал вышел в Политико сегодня. Значит, разговор о репарациях омрачил саммит Мерца и Туска. Значит, в Берлине встречался Мерц и Туск, и, в общем, напряженная встреча. Изначально саммит задумывался как-то единство, сотрудничество. Потушный, короче, саммит должен был быть. Там самооборона, поддержка Украины. И в статье говорится, что лидеры потратили время на споры по вопросу о том, как Германии следует искупить вину за свои действия во время Второй мировой войны. Понимаете? А хотя должны были говорить об этом. Бельгия, собственно, уже дала окончательный отворот-поворот по поводу российских активов. Они выставили ряд условий. Еврокомиссия там начинает пробивать, каким образом гарантировать Бельгии, что она не будет платить, если заберут деньги российские и пустят на войну в Украине. В общем, смотрите, согласия нет между европейскими странами, да, бельгийцы с Еврокомиссией, Туск с Мерцем горшки бьют. В общем, такая, знаете, такая очень плохая история с Европой. Но мы видим, что есть определенные силы, которые хотят дома чуть выше колена, которые остаются, руины и развалины. И, собственно, Путин не просто это там словесами демонстрирует в Бишкеке, там, политическими заявлениями. Он перед встречей с Кушнером и Уиткофом надевает форму, выходит в эфир, ну, то есть понятно, что это запись, но, в общем, на совещание с Герасимовым, ему докладывают, украинская сторона, конечно, опровергает, и Зеленский, вообще вчера непонятная была история, Зеленский с Макроном говорит:
опирайтесь на украинские источники. По украинским источникам на фронте все нормально. Купянск под контролем ВСУ, ничего там нет, а вчера, собственно, было доложено, что Волчанск, там Купянск, Покровск, в общем, все. Да, то есть эти города полностью под контролем России. Но Путин-то в военной форме, и вот тут же принципиально важный вопрос. Что будет предпринимать интересант продолжения боевых действий Европа, потому что Зеленский не просто так в этом визите в Европе, да? Будет ли она оглядываться на, собственно, незаконный отъем средств, потому что из других источников нет, и как будет душить своих для того, чтобы, ну, свои голоса внутри Европы, которые против, и говорят, ребята, это, ну, во-первых, это катастрофический удар, во-вторых, вы нас загоняете в непомерные долги. Есть ли это единство и согласие в Европейском Союзе сейчас, и что сейчас переживает Болгария? То, что решительно и категорически нет в Европейском Союзе, это единство и согласие как между странами-участниками, так и внутри в этих странах и между участниками в этих странах. И болгарский Майдан тому пример. Потом мы к нему тоже придем, потому что, наверное, это как-то на сладкое. Но главное... Почему я такое утверждаю по поводу Европы? Потому что по двум главным вопросам. По вопросам денег и ответственности у них все шарахаются и перебрасывают это как горячий картофель между друг другу, и вообще-то мы этим заниматься не будем. Да, Барт де Вевер, то бишь премьер-министр Бельгии, решительно в очередной раз, кстати, он в этом плане совершенно последователен, отказался, чтобы это предоставлялось, потому что потом ответственное чисто в плане юрисдикции, в плане договоров, в плане условий пользования вот этими деньгами, ну, Бельгия, чтобы этим занималась. И он им предложил то, на что они опять не согласились. То есть вместо того, чтобы 140 миллиардов евро были предоставлены Украине, ну, за это отвечала Бельгия. Бельгия сказала, вернее, Барт де Вевер сказал, давайте все страны Европейского Союза возьмут кредит в 45, даже не 145, а 45 миллиардов евро, и все солидарно уже будем заниматься и отвечать за эти 45, ну, уже пропорционально, пожалуйста. Нет, и на это, конечно, не согласны. По поводу вопроса ответственности, знаете, моя передача там по-болгарски, по-русски пару дней назад, которую я делал, ну, там был совместно с каналом Сталинград ТВ, я ее тогда назвал «Готовится большая война против России». Подготовка к большой войне против России. Она действительно происходит. И там в ходе этой передачи, и с этой там прессы, заявления, факты и все остальное набралось больше 10 пунктов всего за неделю. То есть я сделал обзор прессы с 23 по 30 ноября. То есть всего за 7 дней набегло не меньше 8-9, ну даже может быть и на десятку выходило, что Франция, что Италия, что кто угодно, что НАТО, что везде сыпется. С одной стороны мы не хотим, а с другой стороны, начинаем мобилизацию, отправляем очередные 11,5 миллиарда, какой-то генерал, какой-то Голландии, какой-то Франции, причем должностные лица, какой-то Швеции. У нас уже будут ракеты в состоянии, которые достигнут Российской Федерации. То есть все работают над этим вопросом, то бишь это уже... Ну да, постоянно, я знаю, у нас аудитория разделяется двумя неровными частями, но не менее крикливыми. Одни говорят, ну, Европа на это не способна, даже если она хотела, у них ресурсов нет, у них денег нет, у них демографии нет, у них индустрии нет, у них энергии нет, у них военно-промышленных комплексов нет, у них снарядов нет. Все это правда, но сегодня. И именно это они сейчас изменяют. И да, они не будут в состоянии в результате вот этих усилий подготовки к большой войне быть готовы к концу этого года, либо даже к концу следующего года. Я с этим согласен, я это вижу, я это понимаю. Но Европа сама закладывает сроки 29-30 год, чтобы она была готова к этому. А до этого кому-то нужно там держать фронт, погибать и умирать. Кто? Ну, это и часть русские, которые они называют украинцами, и поскольку вот разделяя и властвуют, что называется, часть индейского племени делаем антинародом, этого другой части того же самого индейского племени, отправляем их сражаться, и как их битва закончится, тогда только наши придут для того, чтобы меньше сражаться, и для того, чтобы больше, скажем так, напуганных и таких готовых халуев осталось, которые будут уже соглашаться на все, потому что больше войны не хотят и готовы на любые условия. Это
И у них колониальная вековая практика, ничего не меняется, ничего не изменилось. У них это работает, кстати. А раз работает, зачем им надо это менять? Действительно, цинично-сатанински, там, с рациональной сатанинской точки зрения, они правы. Они правы, потому что это работает. Нам удалось одурманить людей и с той, и с другой стороны до такой же степени, что Андрей против Андрея, Алексей против Алексея, Александр против Александра, Петр против Петра, Сергей против Сергея, готовы убивать в рамках даже одной семьи. И делают это уже 4-й год. Чем это не успех, черт возьми? Чем это не доказательство этой сатанинской теории? Поэтому Европа готовится, пока до последнего украинца, до последней украинской девушки, мальчика, Украина югент, Зеленский югент, что называется, как Гитлер югент, будут готовы держать вот эти рубежи, потому что им нужно раскачать свой маховик, и для этого маховика они сейчас будут менять и политические верхушки, что примерно уже начинает наблюдаться. Поэтому ответ на вопрос достаточно неутешительный. Да, будет прекращение огня. И все будут опять писать внизу: хихи-ха-ха, вы говорили, что война 1934 год не закончится. Да. Прекращение войны, перемирие и прекращение войны – это три большие разницы, как говорят в Одессе. Хорошо, а как будет выглядеть эта война, вот что можно понять уже сейчас? Потому что, давайте откровенно, смыслов и сверхзадач для того, чтобы воевать с Россией у Европы сейчас, давайте, рациональных, достаточно немного. Абсолютно немного. Вот кроме вот этих всех рассказов о том, что надо Россию переделить, в общем, там Путина убрать, там как бы отхапать кусок, они там в кризисе, им нужно более-менее для своего финансового и экономического пузыря найти какую-то землю, да, точка опоры, имеется в виду там ресурсы, народы, в общем-то. По сути, да, все как бы нормально, они справятся и финансовыми инструментами, я к этому очень скептически отношусь. Однако тут же должна быть какая-то мотивация. Вот как и за что будет война России и Европы? Вот как? Постреляют ракетами друг в друга, как условно там Израиль, Иран, да, 3 дня все переполошатся, а потом быстренько-быстренько помирятся? Или, например, пойдут пешим маршем? Если пешим маршем, то, простите, куда? Петербург будут брать, а, соответственно, там с российской стороны пойдут куда там, на пробивать коридор к Калининграду, и, в общем, как это все будет выглядеть? Здесь сразу имеется букет ответов. Я только самые главные как-то зачитаю, хотя читать не буду, я их прекрасно знаю. Первое – это не победить Россию и не спасти Украину. Первое – это ликвидировать технологический потенциал Европы и ликвидировать Европу как таковой, потому что украинская война чудесным образом сказывается на Европу совершенно разрушительно, уничтожительно с точки зрения энергетики, с точки зрения демографии, с точки зрения индустрии, с точки зрения промышленности, с точки зрения финансового закабаления, с точки зрения обезоружения. То есть Европа обезоружена. И Европа сейчас, Европейский Союз, если им придется чего-то отражать, они не в состоянии отразить или даже организовать и толком заниматься даже так называемыми этими толпами беженцев, которые являются армией вторжения, небольшой троянский конь, а большой троянский табун лошадей таких, которые вторгаются с 2011, 2012, 2013 год миллионами уже. Для них это хиджра, для них это завоевание, для них это дарул харб, что называется. И у них с этим тоже шикарно, нормально получается. То есть это ликвидация Европы как геополитического, технологического конкурента, субъекта и так далее. Потому что в этой игре не страдают, в этой игре не платят, и в этой игре убытки не несут Соединенные Государства Америки, Великобритания и другие объединенные англосаксы, AUKUS и так далее и тому подобное. Они такие издержки не несут. Так, подождите. Здесь я хочу сразу уточнить. То есть мы сейчас говорим о войне Европы против России. То есть вы считаете, что если что-то в каком-то виде будет происходить, Британия будет в стороне? Да ладно. Да. Будет. Нет. Британия будет не в стороне, а сзади в качестве командующего. Тех, которые должны идти вперед и погибать, и убивать. Именно там будет Британия. Там, где географически она находится, за Ла-Маншем.
За Ла-Манш времен Второй мировой войны Гитлер там ее бомбил и так далее, потому что дистанция позволяла. А сейчас, ну, не то, что дистанция не позволяет, потому что технические средства уже другие, но они будут создавать достаточно другое такое большое напряжение на достаточно большой территории Украины, для того, чтобы России было не до этого бомбить Лондон, Бирмингем, Челси и так далее и тому подобное, или там Глазго, неважно что. Они будут заниматься тем, чтобы, во-первых, ослабить Европу, руками, телами и смертью, страданиями и опущением Европы воевать с Россией. Европа будет воевать с Россией не потому, что Европе это нужно, не потому, что у европейских субъектов им что-то хочется и надеются на что-то там получить, а потому, что они будут заставлены вот этим большим процессом. Это подготовленный процесс. Есть проект «Интермариум» времен Пилсудского, Юзефа Пилсудского, который сейчас называется проект «Триморье» после 2016 года. Это многослойный, эшелонированный, расписанный по, ну, не по датам, а по рубежам, по календарям, по городам, по форсированиям рек и так далее. Очень подробно. Кстати, на этой неделе, которой я проводил этот политобзор, вытекло достаточно интересный план именно Европы по поводу воевать с Россией, где было расписано уже именно по географии, по топонимии, то есть конкретный военный план на 29-30 год. Германия плюс Америка, они предусматривают и Америку. Америка тоже будет, но в качестве командующей, в качестве управляющих спутниками, в качестве генералов, в качестве не пехотинцев. Америка будет и Британия будет, но не в качестве пехотинцев, не в качестве людей на земле, в качестве боги, которые будут управлять вот этой войной, как Троянской войной. Потому что, еще раз, во-первых, нужно сокращать население Земли. Да, это конспирология, которая, к сожалению, очень хорошо обоснована доказательствами, их личными признаниями и рациональностью в том числе. Во-вторых, все они страдают огромным отсутствием, вернее, нехваткой энергии. Планета недостаточно энергизирована, а ресурсы энергетические в достаточно большом количестве находятся на территории России. Еще раз напоминаю, по оценкам 2012-2013 годов, как это называлось, фактбук, книга фактов, ЦРУ, публичный ресурс, экономический ресурс, оценивали физические ресурсы России без сибирского леса на корню в размере 135 триллионов долларов тогда. С учетом инфляционных и других процессов, которые вытекли за эти 12 лет, это должно быть не меньше 212-215 триллионов долларов, которые остро не хватают США. Оценка Украины была по одной шкале, там британцы этим занимались 67, по другой 73 с чем-то триллионов тоже. Физические ресурсы. Не, скажем так, goodwill и другие там ноу-хау и прочее, ну, немножко виртуально, а физические ресурсы. Соответственно, то, что решительно и категорически не хватает и Европе, и Великобритании тем более, и, соответственно, и Америке тоже не хватает, даже если хватает, все равно хочется, но все равно у них долгов там есть, которых надо затыкать, и эти ресурсы 212 плюс 73, которые на сегодняшний день не менее 115, 300 с чем-то триллионов ресурсов физических на территории Украины и России нужны им, сахибам. И нужны в каком-то плане и их вассалами в Европе для того, чтобы они существовали, но уже под контролем сахибов. Поэтому там, где ресурсы, туда мы идем. Поскольку этот народ там специфический, русские, что называется, у них атомная триада, как она работает, это еще не факт. Хорошо, что не факт, но все-таки лучше как-то поаккуратнее. Лучше, чтобы они истребляли друг друга до того, как мы придем. И именно этим они и занимаются и управляют этим процессом. И им нужны, еще раз, ресурсы. Потому что, знаете, у нас в Болгарии есть такая скверная компания Dundee Precious Metals, канадская компания, которая добывает концессию золота уже 20-й год. И сами декларируют, сколько они добыли. То есть они врут, конечно. И концессия это 1,5% из того, что они сказали, что добыли только золото. Помимо золота, они добывают и 38 из этих редкоземов, ради которых сейчас идут большинство войн, или там склок мира, и 20 лет это так. То есть они прекрасно понимают, что золото золотом, платина платиной, нефть нефтью. Но эти редкоземы, черт возьми, вот эти гаджеты и все остальное, которое у нас есть, и не только военно-промышленные там, и все остальные высокотехнологические продукции, и беспилотные авиации и все остальное, летать, работать и с батареями там быть не может. С батарейками, я имею в виду, не с батареями, с батарейками.
Так что у них известно примерные оценки, что есть в России, известно, что за технологии, известно арктические запасы, известно много чего другого, известно им, что нету такого количества населения, которое может защитить и усвоить вот эту территорию, потому что за Уралом меньше 27 миллионов населения, которое не хватает даже на границу с Монголией и с Китаем какой-то более-менее приличный рубеж, грубо говоря, устроить. Значит, это добро должно быть наше добро. Еще раз, это без оценки леса на корню. Украина, как бы ее не разрушали, как бы ее не убивали, как бы вообще-то не доводили все до... Мамай воевал. Ресурсы, они, которые в земле, они остаются в земле? Остаются. Значит, нам нужно расчистить ненужное, потом отстроим поствоенное восстановление Украины, они уже обсуждают, кто туда будет включаться, какие деньги, это даже включается в эти 28, 19 и 24 пунктов и 16 и так далее. Они уже приготовились. Да, почему считается, что война вот с Россией, я не просто так спросил, как вы это видите, ну, я имею в виду, как это будет происходить. Война с Украиной показала, что, ну, она такая подлая, плохая война. Это не те войны, когда, там, например, вышли в чисто поле, одна армия победила другую, все, город занимает та или другая сторона, за собой оставляет. Ну, в общем, поняли, да? Тут у каждой, собственно, дом, то, с чего вы начинали, является так мини-укрепрайоном, и, в общем, сносится все. Ну, вот так физически. Европа, ну, так не будет воевать. Ну, вот, в таком формате. Значит, мы видим какой-то другой сценарий. Однако почему все считают, что это не будет ядерная война? Ну, там несколько ударов вот этими там Посейдонами или какими-то другими ракетами, там, теми же Искандерами с ядерной начинкой, и, в принципе, это хватит для того, чтобы надолго, ну так, на десятилетия-полтора, вообще, чтобы европейцы забыли о том, что есть такие, скажем, мысли, идеи, планы, и взять и, ну, как бы повоевать дальше. Я не говорю, что России будет хорошо, там, наверное, какая-то ответка прилетит, но понимаем, что если, допустим, там Штаты, ну, Штаты не влезут в эту войну. Даже если Россия, условно, применит ядерное оружие. Применит ядерное оружие, там, ну, французы, ну, те, у кого оно есть, понимаете? Но это там несопоставимые потенциалы, тем более все на одном континенте, все понимают. Откуда уверенность, что будет вот этот вот тяни-толкай, и что война в Украине, которая выглядит сейчас так, как она выглядит, это вот тот сценарий, по которому европейцы смогут повоевать с русскими? Потому что результаты уже о многом говорят. Я опять буду пользоваться цифрами, которые утекли именно через британских, а не через русских или украинских, скажем так. Ну, это там уже чистая политпропаганда и с той, и с другой стороны, которые примерно месяц-полтора назад сделали оценку, что физические потери Украины, имеется в виду убиенных груз-200, это порядка 1,75 миллионов, раненые от 3 до 5 раз больше, то есть получается такая достаточно крупная, ужасная, можно сказать, цифра, которая на 7 с чем-то миллионов уже тянет. И примерно потери России от 1,3 до 1,5 миллионов убиенных. И, соответственно, то же самое количество искалеченных, груз 300 раненых и так далее. То есть добрых 11-12 миллионов уже убиенных либо потерь, либо пострадавших, физически пострадавших людей, мы говорим, уже есть. Зачем им ядерная война? Когда вот этот масштаб войны, эти методы войны, вот эти технологии войны дают такие шикарные, хорошие результаты, потому что, напоминаю, когда Гитлер запрягнул все европейское НАТО и весь тогдашний Европейский Союз, Третий Рейх, что называется, и с помощью всех этих стран, экономики, все остальное воевал против Советского Союза, ему, этой самой большой военной махиной тогдашнего времени, удалось убить 27 миллионов советских людей, из которых прямые военные потери были 8 с чем-то миллионов, не, 8 с чем-то были эти самые немецкие, советские были 11 с чем-то военных потерь, остальные это мирное население. Сейчас война ликвидирует почти исключительно, почти не затрагивая, но, естественно, есть коллатеральные жертвы, но несоизмеримые с предыдущими войнами мирное население к военным, почти исключительно процентов на 85-90 это военные потери. И военные потери уже такие.
Сколько им нужно еще повоевать? Года 3-4, пока они приготовятся. Эта цифра будет как минимум умножена на 2, минимум, а может быть и больше. Ну, слушайте, зачем им вообще эта ядерная война? Да, Россия будет долго говорить о том, что будет наносить ядерные удары. Просто до сих пор я не видел списка, где конкретные цели для нашей этой ядерной. По кому будем бить? По Брюсселю, по Лондону, по Парижу, по Берлину? Где этот центр, который принимает физические решения, где находятся те, которых нужно? Где логово Гитлера? Где Волфшанце? Где Берлин в конкретном случае? А такого нет. Такого единого центра, единой локации, единого города даже нет. Лупить по кого? И, соответственно, я думаю, что до ядерки не дойдет, кроме как тактической, либо ядерные провокации, либо грязная бомба. А вот стратегически, скорее всего, нет. Но тактически, скорее всего, да. Ну, смотрите, тут же тоже такой момент достаточно важный, если его присовокупить. Так, понимаете, в чем дело? То есть тут же какая история? Все вот думают, что если, условно, Европа и Россия схлестнутся, то это не будет мировой войной. Это уже мировая война. Она сейчас идет. Ну так нет, смотрите, я имею в виду в том понимании историческом, как в учебниках истории. Первая, Вторая мировая война. Смотрите, это будет же война блоков, как ни крути. Да. Ну вот, если, допустим, китайцы так в стороне, сейчас они там облагают налогом презервативы, да, для того, чтобы поднять рождаемость, а то упала, индийцы обогнали. Но они сейчас вот как бы своим заняты, там сейчас говорят там Тайвань, да, там Тайвань, не Тайвань, Венесуэла, Тайвань, там какие-то вот такие геополитические расклады. Но КНДР, например, прямо со своей армией, они уже это показывали, готовы будут прийти и прям пешки воевать, да, то есть конкретно. Китай тоже может включиться. С Индией вопросы, туда летит Путин скоро, но там тоже очень интересная военная компонента, они разрешили друг другу пребывание военных на российской территории индийских и наоборот, да, российских военных на территории Индии. Это, наверное, в организации визита вкладывается и в других каких-то программ сотрудничества. То есть тут тогда нужно будет занимать чью-то сторону. Тут тогда будет опять Антанта, опять там Тройственный союз или какой-то другой союз. И мы увидим, что страны будут блоками воевать друг с другом. По-другому не получится. А вы говорите, Европа готовится к войне. Ну, это абсолютно и невыгодная, и бесперспективная затея, понимаете? Тем более, что всего можно добиться не военными способами. И масштабы трагедии, да, они же, ну, такие умопомрачительные. Плюс очень тяжелая политическая, внутриполитическая ситуация в самих странах Евросоюза. Протесты в Италии, говорит, давайте строить школы, а не помогать Украине и давать деньги на войну. Понятное дело, там есть особая когорта стран, это Венгрия, там Словакия, такого рода. В самой Германии, там, поскандалившись с Польшей из-за репараций Второй мировой войны, тоже настроения специфические. Макрон на волоске, как бы он там пышно и с улыбками не принимал Зеленского. Стармер, я вообще молчу, это, скажем так, почти сбитый летчик, но он сейчас такие, знаете, кульбиты делает, говорит, мы с Китаем, это, конечно, наш враг, стратегический противник, но мы будем торговать, мол, так и быть, и так далее. Макрон в Китай отправляется вот завтра, обещал Зеленскому подсобить, мол, я сейчас поговорю с Си Цзиньпином, и тут надавит на Путина в контексте вот этих мирных договоренностей. То есть изначально геополитически война больше сломает, чем даст, ну, какой-то новый контур каких-то соглашений. Геополитически лучше, да, остановить войну в Украине, разойтись условно по углам, ну а потом дальше заходить в период холодной войны, потому что те же деньги выделяются не обязательно там с горячими какими-то боевыми действиями. Вот вам яркий пример по поводу Польши. Там есть хаб военный, и сегодня сообщили, что голландцы, нидерландцы, отправили туда патриоты для того, чтобы
прикрывать этот хаб. Да. Ну, это подразумевает, что готовятся к тому, что Россия будет наносить удары по там, Жешуву, по каким-то другим складам, где аккумулируется Европой вооружение для Украины. То есть к этому они готовятся. И, соответственно, вот в формате вот такой холодной войны, да, там, заправить Патриот, погнать его там, погрузить на погрузчик, погнать его в Польшу, за это все как бы надо платить живые евро. Так лучше воюется, так лучше накаляется и так лучше денежка отмывается. Все это прекрасно понимают. Но в формате холодной войны, потому что в формате горячей войны, мы же видим на примере Украины, деньги рекой, бюджета нет, собственно, это как бы как осиновый листочек, да, колышется на ветру, или как сегодня листочек клевера, потому что Зеленский в Ирландии, и там комментарии, конечно, в соцсетях под сообщениями, что опять приехал просить деньги, опять вот это вот все, собственно, все понимают перспективы, и все смотрят на Украину, и не хотят, чтобы было у них так же. В этом-то самая главная загвоздка вообще разумности войны Европы против России, не находите? Европа будет воевать с Россией не потому, что Россия будет нападать на Европу. Хотя все закончится так же, как всегда. Именно российские марши будут по улицам Парижа, Берлина и так далее. Но это будет через 1,5 десятка лет, наверное. А будет воевать, во-первых, потому что их заставляют, во-вторых, потому что они хотят поживиться именно тем, что надеются, что Россия в качестве побежденной страной будет вынуждена зарабатывать и отдавать им из этого перечисленного монетарным образом добра. Так что все, что вы сказали, абсолютно правда, кстати. Абсолютно правда. Я вообще с этим спорить не буду, потому что это достаточно такая очевидная правда. Но есть и другая правда. Еще раз, даже такая страна, как Дания, 4 с небольшим миллиона населения, тоже ввела призыв, и ввела призыв на, заметьте, лотерейном каком-то принципе, надеясь увеличить свое количество военного призыва с 6 тысяч на 7,5, не, с 4 тысяч на 7,5 тысяч, и высоко технологизировать свою армию, прекрасно осознавая то, что ну, там с количественным составом, с территориями, с другими там военными преимуществами у них дела, мягко говоря, не ахти. Естественно, еще раз, рассматриваем Данию, можно похихикать, причем с основанием. Однако Дания будет не одна из этих 27 стран Европейского Союза, минимум 12-15 запрягнут в ближайшие 1,5-2 года, и суммарная их уже сила, значение, расположение и всего остального, плюс технологические новшества, которые щедрой рукой будут предоставляться Великобританией и Америкой, а Америка иначе будет именно переговорщиком, будет медиатором, будет говорить о мире, но если люди хотят купить вот это высокотехнологическое добро, ну разве можно отказать военным союзникам своим? А так мы не участвуем. Как они и сейчас не участвуют? Участвуют с самого первого дня, что называется. Швеция тоже такое дело. То есть Дания, она замыкает Балтийское море. Дания это неофициальное, но зато эффективное, ну там, как сказать, порт, либо не порт, а скорее всего двери, там ворота в Балтийское море под контролем Великобритании. Скажет Великобритания, ну, Дании не пущать, Дания пущать не будет. Если Дания будет недостаточно, туда направят достаточно военно-морские другие союзнические Дании силы, чтобы не пущать, либо чтобы бомбить и чтобы уничтожать. Но с северными потоками 1 и 2 что случилось? Причем где и как, кто там упирался, да, не будем рассказывать эту историю. Решение, если будет принято, если на него будут выделены календарные планы, бюджеты, ответственные и так далее, оно будет сделано. Криво, косо, коряво будет сделано. И таких решений по поводу войны с Россией есть достаточно. Война с Россией ради ресурсов России. Россия виновата, потому что на ее территории находится больше треть мировых богатств. Может быть, по новым оценкам, которые там сильно, конечно, меняются, может выйти на больше, чем треть мировых богатств. Да, не все, естественно, ну, треть мировых богатств, и нету на этой огромной территории количества населения, которое в состоянии это как-то уплотнить, оберегать, защищать. За Уралом еще раз 27, меньше 27 миллионов. За Уралом, вы на это посмотрите, что такое. На карте что называется. А там, как, кстати, лежит и большая часть из этого именно добра под названием редкоземов, недр, энергетика и все остальное. Как раз за Уралом, там, где людей нет. Кому это там защищать?
Так что они это давным-давно просчитали, они за этой войной внимательно не просто наблюдают, а записки делают и коррекции себе строят, и к этой войне они готовятся основательно. Я имею в виду те, которые хотят эту войну. Эту войну не хотят ни европейцы, ни европейские лидеры, ни европейский бизнес, ни европейское население, ни европейские предприниматели, граждане Европейского Союза, и с них с трудом наберется из всех, наверное, тысячи, которые скажут, мы хотим войну. Но если хотите, вот вам прямой билет, идите, занимайтесь. Чего вообще-то шуметь здесь Да, неправильно образом. смотрите, хорошо, давайте тогда перейдем к Болгарии. А чего там бунтуют? Не хотят евро вместо лева? Ну вот, как бы вот. А также нам преподносят вот эту всю историю. К сожалению, этот протест конкретный, который прошел в двух этапах, с первого он сразу стал понятно, что это Майдан. Первая часть протеста, это было сейчас 29-е, пятница, по-моему, это было, а другая часть протеста была вчера. Впервые, ну, почему впервые? Ну, ладно, протест этот не за то, чтобы Болгарию не впихнули в еврозону. Прежние протесты были за это, и они были многочисленны, но не настолько. Здесь специально, во-первых, впервые эти два протеста я вижу болгарский протест без болгарских знамен. Раньше были болгарские знамена морем, ну и многие или немало, скажем так, партийных знамен, которые хотели пропиариться, потому что они были соорганизаторами этих протестов. В этот раз на это многодесятки тысячное множество с трудом под микроскопом можно усмотреть, может быть, по пару-тройку флагов, которые вообще-то нужно искать овчарской собакой, следопытом, чтобы ее найти. А во-вторых, этот протест позиционировался как протест против бюджета. Александр, вы слышали, что были протесты против этого бюджета? Почему? А в этом бюджете, помимо нескольких действительно неприятных, колющих и таких скверных вещей, увеличение налогов против малого бизнеса, увеличение там, скажем так, других там сборов и поборов по поводу парковки там в Софии, синяя, зеленая и другие там неважно какие зоны, но там есть такая очень важная статья. Статья, которая предусматривает 6,2 миллиарда евро на оборону. Если кому-то непонятно, что эта цифра означает, сразу объясняю. Менее 10 лет назад, 2015, 2016 и 2017 год, бюджет болгарской армии был чуточку меньше, ну, можно округлить, около 1 миллиарда, ну, не евро, а лева, это означает 500 миллиарда евро. То есть 10 лет спустя сейчас хотят закладывать в бюджете болгарской армии бюджет, который в 12,5 раз больше, чем раньше. 12,5 раз больше. И поскольку у нас нету процветающей, вообще-то высокотехнологической, высокоприбыльной, с большим валовым внутренним продуктом, с всеми этими прекрасностями экономику в Болгарии, все это будет взято в долг. Причем в долг, который, конечно, будет только увеличиваться, и этот бюджет, естественно, будет не последним. И этот бюджет, еще раз, 12 с чем-то раз увеличиваются расходы на оборону, на вооружение, которые, это не увеличение бюджета на здравоохранение, на образование, на логистику. На логистику, кстати, да, входит только та логистика, которая будет иметь отношение к военным будущим процессам. То есть для всех понятно и очевидно, что в этом бюджете закладывается такая мощная военная составляющая, которая торчит, как не сосна, назовите какое, как секвоя какая-то над всеми остальными. То есть понятно, куда нас толкают. И этот бюджет не понравился вот этим специфическим ребятам. Что было удивительно, почему я говорю, что это Майдан? Майдан, потому что на этом протесте, который был сейчас в пятницу, и на вчерашний протест, вышли ребята, футбольные фанаты, ну, там, сами знаете, правый сектор в Харькове и так далее, вот такие они шикарно разбираются в бюджетах. Вышли и пацанчики, как Навальный югент, то есть с картонками, 17, 18, 19-летние, на картонках, которые несут какие-то антикоррупционные, антибюджетные такие клише. Они тоже шикарно разбираются в бюджетах, вот эти подростки, что называется. И вчера, специально вечером, что случилось? Почему я говорю, что это чистый Майдан? Мало того, что
к микрофону и к камерам, и к мировым СМИ выпустили специфических ребят, один из которых специально оделся в форме Зеленского и выступал в духе Гитлера. Голос у него был такой, жестикуляция совершенно, и причем он не пародировал, он не иронизировал, он конкретно, искренне и лично вместо бюджета говорил, что мы должны воевать с Россией, мы вообще-то, понимаете ли, за Украину. Протест вроде бы из-за бюджета, а выходят люди совершенно такой другой риторикой, которая указывает на то, куда мы эту большую массу людей должны накачать и куда мы должны вести. Вчера уже были как раз именно те ростки, которые в многострадальном городе-герое Киеве наблюдались к концу декабря 2013 года, а именно стали в центре города громить, поджигать, причем на глазах у полицейских, коих было совершенно достаточно много, можно сказать, в 15-20 метров от них, офисы большой болгарской партии ГЕРБ, которые, ну, как это назвать, болгарская партия «Единая Россия», либо бывшая болгарская партия регионов. Наверное, вот так ее надо определить. Ну, за европейское развитие, там уже Порошенко, там аналогии какие-то немножко корявые, ну, примерно вот такие. То есть, это правящая партия. Это партия, которая правит Болгарией с 2009 года, которая олицетворяется Бойко Борисовым, который уже более-менее хорошо известен на международной сцене. Парень такой специфический, сейчас его обсуждать персонально не будем. Я видел, как полиция, телевидение, все это снимали. Эти пацанчики громили окна совершенно спокойно, не спеша. Никто им не мешал, никто их не останавливал, никто их не задерживал. Там было видно, как эти окна, которые в самом центре Софии, то бишь это в 15 метров от здания болгарского парламента, от треугольника власти, где президентство, министерский совет и парламент, это буквально в 30-50 метров друг от друга. Это там как раз происходило. И эти пацанчики, там видно на кадрах, как... этот большой офис, самой большой партии, конечно, сверху есть вот эти металлические жалюзи, которые иначе спускаются и защищают. И все жильцы говорят, раньше, всегда, каждый вечер, без никаких протестов, вот эти жалюзи спускаются, и, грубо говоря, этот офис надежно защищен. В этот вечер, конкретно вчера, когда было известно, что все будут приходить и громить, и заниматься, эти жалюзи были аккуратно и удобно подняты, и стекла были доступны для того, чтобы совершилось, и чтобы картина получилась смачная. На полицию, естественно, тоже Молотова не было, но вот эти камни летели достаточно, булыжники летели, отрывали. То есть вся эта, скажем так, феерическая постановка, которая вам прекрасно хорошо известна, как градировала, они же дети, почему детей бьют, это в начале ноября 2013 года, как плавно эскалировало к декабрю, потом к январю 2014 и к большой резни 18-21 февраля 2014 года. Вся эта градация, она везде одинаковая. Она была такой же в Сербии под названием «Упор», вот так кулачок Сороса, это было на площади Тахрир в Каире, это было везде. Это было везде одно и то же. Риторика и те, которые перехват управления протеста, были совершенно очевидны. И, опять же, подключение футбольных фанатов. Их около 50 тысяч бычков в Софии, которые всегда спокойно можно нанять, можно их направить, и они всегда занимаются этими делами. Еще раз, они вообще не боялись полиции, потому что им была гарантирована индульгенция, неприкосновенность, и они могли заниматься своими делами, в том числе против полиции, совершенно спокойно. То же самое, что было у вас в Киеве. Вы прекрасно, надеюсь, большинство из наших зрителей это помнят, потому что вроде бы это было более 10 лет назад. Но многие тогда были маленькие, из тех, которые сейчас нас смотрят, и которые думают, что они политически активны. Ребята, это одна и та же калька. То есть в Болгарии сейчас начинается попытка смены власти на ту власть, которая должна быть более зубастой и свирепой, более жесткая, которая должна подключить Болгарию в этом, скажем так, в жерновах вот этой войны, чтобы мы тоже приняли участие в качестве зерна, которое должно стать мукой, наверное. И по той же причине, кстати, сейчас и Зеленского будут менять. Мы это уже с вами обсуждали. Не потому, что он хороший или плохой, а потому, что он нужен более свирепый, более военный. И вот это вот самый интересный момент. Как
вот эти события, вы их так бурно описываете, понятно, потому что вообще много... Близко к сердцу, да. Да, в комментариях пишут: Пасков рассказывает про Болгарию. Да, рассказывает Пасков про Болгарию. Подпишитесь на Паскова, будете знать. Но как это взаимосвязано с ситуацией вокруг Украины сегодняшнего дня? Ведь связь есть. Есть. Прямым образом. Еще раз напоминал, календарные планы, которые говорят, что 2026 год Восточная Европа должна воевать на полях Украины против России. Что такое Восточная Европа? Так это от Польши до Болгарии. Что там происходит? В Польше ругается президент с премьер-министром. Один хочет одно, другой хочет другое. Это надо уже выключить, чтобы наверняка. Что происходит в Болгарии, только что описал. Что происходило в Словакии в прошлом году, не в 23-м году, стреляли в Фицу с вытянутой руки расстояния, и я бы на его месте сейчас бы удвоил бы, утроил бы свою охрану, потому что события уже подгоняют именно к таким решениям. Что происходило в Венгрии, мы тоже обсуждали. Кто там остался? Ну вот вам и Восточная Европа. Румыния. Румыния, мы видели, что сделали с их выборами. Пока не приняли людей, которые будут достаточно такими готовыми на все, что называется, вот таких национально ориентированных, либо таких скептиков, либо евроскептиков, либо людей здравого смысла подпускать невозможно. Джорджеску нельзя, Джорджи Симеон нельзя. Какие бы выборы ни было, мы и референдумы запрещаем, и нормальные выборы провести запрещаем. Так что Восточную Европу готовят к 2026 году, который, вот через пару-тройку месяцев. Самые такие, слава богу, я их видел всего пару раз, календарные планы, что Восточная Европа должна своим контингентом подключиться к марту 2026 года. Не потому, что Восточная Европа этого захочет, а потому, что, наверное, они уже правильно посчитали, что к этому моменту у Украины не будут ни деньги, ни люди, чтобы держать вот этот фронт и эту оборону, и дроны, наверное, будут недостаточны для того, чтобы удерживать вот этот напор с востока. Соответственно, Восточная Европа должна эти дырки залатывать. И для этого мы сделаем в Восточной Европе любые изменения в политических, скажем так, верхушках власти, всего остального, для того, чтобы мы смогли обеспечить именно такой режим власти, который никого спрашивать не будет, и будет грести люди, как ТСК на территории Украины, таким же образом, для того, чтобы отправлять их в самолетах. Это уже не в бусиках, а из бусиков в самолетах, для того, чтобы идти на первичное военное обучение в Западной Украине, либо в районе Киева, там, Белой Церкви. Хорошо, тогда, возвращаясь к истории с противостоянием, как вы прокомментируете, много, кстати, вопросов, будем скоро переходить к вопросам зрителей, к событиям в Черном море. Значит, было атаковано 2 танкера, а сегодня еще один. Там вроде как все нормально, и, в общем, шел танкер, судно шло с подсолнечным маслом. Да? В Россию оно было атаковано, 13 членов экипажа, вроде никто не пострадал. Такой достаточно, скажем так, вопиющий случай, исходя из того, что вроде как были атакованы танкеры. Эрдоган выходил, говорил: сделаю всем а-та-та, остановитесь. В общем, сегодня сообщили о том, что вроде как Турция опять в Украину, в общем, направляла свои о том, что ж вы делаете такое. Но ведь это имеет очень далекоидущие последствия. Как для Болгарии, как для Турции, как для Украины, как для... для всех черноморских стран. Молдовы тоже. То есть, мы понимаем, что ситуация вот с этой морской компонентной атакой может вообще перейти за грань, выплеснуться за грань, вместе с водой младенца можно выплеснуть, потому что если кто-то там не в курсе, то у России тоже есть вот эти бэки, они тоже там подшаманили. Понятно, что там, может, у британцев они лучше, и поэтому Украина в кооперации с Британией выглядит, наверное, так дерзче, более дерзкой, да, в этом отношении. Но кроме же бэков есть и другие, и дроны, которые будут летать над Черным морем и сбивать ровно то, что... или подрывать корабли, ровно те, которые будут считать нужным. Начнется прям... апокалипсис на Черном море, и это очень не устраивает людей, которые из стран не воюющих, а торгующих благодаря Черному морю, плюс
конечно же, турки с Босфором и Дарданеллы, что будет, ну давайте так, эти проливы стратегически важные для такой страны, как Турция, да, просто их обнулит. Потому что смысл заходить в Черное море, раз там вот такой кавардак. Кстати, вы совершенно правильно подметили, что эти проливы, которые были стратегическими на века, они не то что потеряли, а они сильно кратно преуменьшили свое значение с учетом того, что уже военные и любые другие дроны не нуждаются ни в каких проливах, они могут быть запущены из территории, ну, не пару-тройку сотен, а иногда и 1500 километров. Нет, 1500 это, конечно, перебор, но скоро будут и такие, в этом тоже можно не сильно сомневаться. И они будут наводить вот этот антипорядок в Черном море на ужас всех стран, которые там окаймляют вот это Черное море. Султан Эрдоган, я его прекрасно понимаю, и он вправе гневаться, возмущаться, грозиться и пальчиком там вообще-то махать. Правда, он ничего не сделает. Почему он ничего не сделал? Потому что кто это сделал с этими вообще-то кораблями? Формально это вроде бы как будто сделала Украина. Я вам давайте так напомню, что с планом Виткуфа 2025 1, 2, 3, 4. 1 это 17 апреля, 2 это 25 апреля, 3 это 15 августа. Анкурич, и сейчас эти 28 и 19 пунктов, которые мы обсуждаем, всегда присутствовал, помимо всех остальных компонентов, один такой интересный момент. Свободный проход по Днепру и Кимбурская коса под контролем Украины. Всегда это условие присутствовало, там писалось, это обсуждалось. А чем это Кимбурская коса? Вы на карте посмотрите, там одни туристы могут только до конца этой Кимбурской косы вообще дойти. Хотя там есть название Кимбурская крепость, но крепость это археология, которая там чисто туристическая тоже, не какая-то настоящая. А потому что Кимбурская коса обеспечивает, скажем так, беспроблемный не просто проход по Днепру, а беспроблемное функционирование Очакова. Очакова, где нету никакой британской военно-морской базы, но британцы оттуда пользуются, как будто есть британская военно-морская база, оформлена, не оформлена, не суть. Именно вот этот порт Очаков сделал так, что российский Черноморский флот были вынуждены сначала запихнуть в бухту Севастополя под двойным, скажем так, кордоном, а потом даже перебазировать часть из этих военных кораблей в порт Новороссийск, потому что порт Севастополя оказался недостаточно емким и защищенным для того, чтобы их защищать от постоянных таких обменов любезностей со стороны Очакова, которые формально, территориально и даже, может быть, юридически выглядят как нападение со стороны Украины. Реально это были нападения со стороны Великобритании. Султан Эрдоган прекрасно знает, кто топил эти танкера. Это даже если исходило из территории Украины, это опять были британцы. Потому что британцы хотят действительно обрезать и обнулить вот этот теневой так называемый флот России, хотя он под флагами Гамбии, с регистрацией там Сейшелы, с собственностью на Маршалловые острова, с экипажем, который набран из филиппинцев, таиландцев, камбоджанцев и других, неважно каких, но тем не менее они прекрасно знают под этой глубокой многослойной, как матрешка, там камуфляжной такой оболочки, что там за добро и куда это добро должно сливаться, фрахтоваться, страховаться и, соответственно, продаваться, и куда эти деньги потом пойдут. Они это прекрасно знают. То есть то, что было сделано не в интересах Украины, нынешней, Киева, Зеленского персонально, либо Ермака, которого уже не Ермак, и Умерова, который пока временно как будто Ермак. Нет. Это нужно британцам. И да, британцы безобразны. Почему Эрдоган ничего не сделает? Потому что все его добро, большинство его компаний, большинство его родни и большинство его залогов и обеспечений, и контроля с тех времен, как Османская империя приказала долго жить, и даже под финал Османской империи, опять же, британцы ими рулили такими же инструментами, вся младотурецкая, уже турецкая республика, исключая времен Мустафа Кемала Ататюрка, который не просто воевал с британцами, очень качественно и эффективно воевал с британцами и очень больно им сделал. Их гробы все еще находятся в районе Чанаккале, где огромные поля с их гробами указывают на то, что с таким человеком, по крайней мере, как с Мустафа Кемал Ататюрком, лучше так не шутить и надо как-то немножко уважать. Но после него пришли к власти Турции люди, особенно последние 20 с чем-то, почти 30, даже больше 30 лет, которые
обязательно присягали не только Америку, но и Великобритании, и постепенно Великая Британия изъяла контроль над турецкой элитой, просто потому, что ее агентура на территории Османской империи имеет более 300-летней давности, и агентура решает все, не просто политическая смена режимов. Когда американцы попытались, вернее, Демократическая партия США попытались ликвидировать Эрдогана 14 июля 2016 года, то британцы этим процессом, нашли пути работать с Эрдоганом, потому что Эрдоган с тех пор, мягко сказать, не то, что стал ненавидеть Америку, а стал понимать, что с этими ребятами лучше не договариваться, потому что они попытались его убить. Они не просто попытались его снести, а попытались его убить. И он до конца своей жизни, конечно, это не простит и не забудет. Он не тот человек, который может такое забыть или простить. Поэтому британцы там сейчас хозяйничают и хулиганствуют в Черном море и будут. Сколько портов есть таких у России, которые может грузить вот такие танкера? Теплый это только Новороссийск, который в Черном море. Архангельск это не теплый. А следующий это Владивосток, который сложно определить, это теплый или не теплый, но, по крайней мере, он ужасно далекий. Ужасно далекий, да, он может быть хорош для того, чтобы грузить и продавать Японии и Китаю, но до Индии, наверное, все-таки лучше Новороссийск. И дальше можно по географии убегать. Суть в том, британцы руками украинцев делают, англичанка говорит, что называется, в Черное море, и они будут усиливать вот это действие. Поэтому султан Эрдоган будет говорить, вряд ли будет запускать все то, что... Ему не за что разговаривать с украинцами. Что он им скажет? Перестаньте слушать британцев. Если он это скажет Зеленскому, я не знаю, на каком познавательном уровне находится Владимир Александрович, но я бы на его месте сказал, я бы с удовольствием, покажи мне, как это делается. Сделай первый ты, а? Смотрите, здесь есть исторический аспект по поводу отношений Турции и Британии, есть реальность, которая вот сейчас выстраивается, и я хочу все-таки здесь не то что возразить, да, может быть там широкими мазками это так и выглядит, но с приходом как раз-таки Трампа турки с американцами налаживают связи и торговые, и другие. Да, не все гладко с точки зрения самолетов, с точки зрения военной истории, но тут такой не очень однозначный момент, и контроль британцами Турции тоже вызывает сейчас, последние, по крайней мере, вот эту каденцию Эрдогана, вот эту крайнюю, которая сейчас идет, вызывает тоже вопросы. Вопросы, такие тотального характера. Тем более, что, как ни крути, но Украина в ссоре с Турцией, ой-ой-ой, это прям, такой, знаете, достаточно тяжелый эпизод, особенно в условиях положения элит, вот этого, как вы вспоминали, Умерова, да, который сейчас заменитель Ермака на переговорах, это такой достаточно болезненный шаг, но понимаете, в чем дело? Все уже как-то привыкли, что условно какие-то действия, которые совершает Украина, причем берет на себя ответственность официально, а вообще не в пользу, ни в какую стратегическую пользу Украины, вообще, то есть откровенно вредительство. Понимаете, ладно, там какие-то дроны что-то атаковали, скажите, это не мы не в курсе, мы не знаем. А такое ощущение, что их заставляют это говорить и делать, потому что, чтобы отвести фокус внимания от той же Британии. Но на фон переговоров, которые ключевые, вот сейчас состоятся в Москве с представителями Трампа, это очень серьезно повлияет. И вполне вероятно, мне так кажется, опять-таки, может, я ошибаюсь, может, все там не так формируется в графике у Путина, его выход вчерашний в военной форме с заявлениями о буферных зонах, внимание, буферных зонах, а ведь вы же видели, да, что это была история, давнешняя история, относительно несколько месяцев назад, она пропала. То есть, смотрите, Путин ничего не говорит о буферных зонах на границе с Украиной, Путин ничего не говорит о легитимности Зеленского, а тут за последние дни
Ну, как опять открылся этот ящик, и, собственно, полетели бабочки заявлений из него. Значит, Красиво сказали, красиво сказали. подписывать с Зеленским нет, ничего не будет, он нелегитимный. Зоны безопасности, здравствуй, Черниговский фронт, Сумская область, что-то как-то опять все забыли. Я помню, какой же это год, 23-й, наверное, или 24-й, ну вот или год, или два назад, примерно тоже в это время, осеннее, Зеленский говорит, мы освободим 6 населенных пунктов. И все таки о, какие, давай же там смотреть. Ни одного. Собственно, тогда и все это заметили, но потом забыли, ой, там, сказал и сказал, когда это было. Ровно так же, как и сейчас это все выглядит, понимаете, ну, то есть мы освободим Сумскую область до 1 декабря, ну, уже второе. То есть все понимают, что хоть там и говорят, там какие-то есть телодвижения, опять вроде как на Курск, контрнаступление ВСУ. Ну о каком контрнаступлении идет речь, когда территории теряются, ситуация внутри ВСУ плачевная, все это понимают, и, ну, как бы, ну, понятное дело, что нужно обязательно опять идти на Курск или Белгород или Брянск. Пламен, давайте все-таки о встрече Виткофа и Путина сегодняшней на этом закончим основную часть эфира, перейдем к вопросам. Опрос. Сможет ли Кушнер и Витков в Москве остановить боевые действия? 5% да, но ненадолго. 8% однозначно, сколько можно, пора заканчивать. 32% нет, послушают о Рюрике и вернутся. И 54%. Видите как? Ошиблись вы. Аудитория наша другой результат видит победителем. Значит, цель другая. Это демонтаж существующей модели Украины и замена Зеленского. Я, ну, потому что мы сегодня там о большом, о геополитике во многом, о Европе говорили. Но тему замены Зеленского и вот этот вариант победителя я попрошу, чтобы вы прокомментировали. Есть прям там депутат Дмитрук, например, который в Лондоне сейчас находится, тот вообще разразился публикацией о том, что ему стало известно. Говорит, инфа сотка, что Зеленскому сказано до конца этой недели уйти. Уйти! Сейчас в парламенте идет война за бюджет, ну не такая, как в Британии, тем более потому, что там бюджет, ну все понимают, какой в Украине бюджет. Ну, короче, политическая возня, в общем, слуги бунтуют, говорят, мы хотим уйти, кто-то насовсем, кто-то из слуги народа, в общем, идет такая тряска переформата Рады. Соответственно, многие говорят, что сейчас переформатируют коалицию, правительство, выберут нового спикера, и этот спикер ему ничего не мешает выйти и сказать: Зеленский, ты кто такой? Пошел вон. Вот у нас Конституция, вот ты пересидент, а я новый спикер, и буду ИО. И якобы это тоже является частью какого-то сценария, вполне вероятно, что в Москве это будут обсуждать. Что думаете вы, если Зеленский, а ведь мы же видим, как он действует. Значит, тучи начались над Ермаком, да, сходиться. И он этот процесс возглавил. Вышел, сказал, я не могу позволить, чтобы к Украине были вопросы. Ермак молодец, но типа вот это вот фон общий дороже. Ермак, до свидания. Правда, неправда, источники, там даже Ермак обиделся в какой-то момент, пишет там «Украинская правда», источники РБК это описывают очень детально эти все моменты. Короче, Ермак не ожидал, что он уйдет, нужно было, по идее, просто написать заявление и сказать, что вот заявление на столе, но Зеленский предпринял этот момент не только потому, что на него там что-то давят, и он там не субъектен, хотя тоже это так, а мне кажется, по большей части, исходя из того, что он хочет играть, ну, имеется в виду, я не могу предотвратить, но я могу как бы это возглавить и предстать в лучшем свете перед там, Западом, перед игроками кулуарными и вообще перед народом Украины, конечно же. А может Зеленский взять и предстать? Уйти с гордо поднятой головой. Ну, с другой же не будешь уходить, когда понимаешь, что остаться не вариант. Зеленский не может уйти с гордо поднятой головой, он может сбежать. Он может сбежать наподобие того, как бежал Янукович. Правда, не в ту сторону, не в сторону Ростова,
в какую-то другую сторону на случай, если есть такие стороны, которые готовы его принять. Насколько я понимаю, Израиль это страна такая, которая своих не выдает, особенно если требуют отдачу этих своих не американцы. Только американцы имеют право требовать каких-то криминально заподозренных, либо криминально проявившихся преступников по запросу американцев. По запросу других стран и государств Израиль никому не отдает, какой бы он ни был, доказанный преступник, вор или негодяй. Поэтому, да, он не в сторону Ростова, наверное, что называется, самолет всегда наготове. Как будет летать, я не знаю, потому что, насколько я понимаю, Украина это бесполетная зона. Наверное, есть какой-то логистический канал, который он себе приготовил с учетом этих нынешних подробностей. Я даже обсуждать не буду. Может, спорт Одессы их какую-то яхту запрыгнет быстренько под чужим флагом, гамбийским почему бы и нет, и, соответственно, таким образом доберется до Израиля. Не суть. Это ему решать, это не мне. Что будут обсуждать Витков с Кушнером, с Путиным? Я думаю, что они будут обсуждать в первую очередь не настолько смена власти в Киеве, а скорее всего в первую очередь вот эти 3-4 пункта очень острые, которые вот так называемые европейцы очень сильно хотят, чтобы были исключены. То есть они практически таким образом требуют, чтобы вот эти военные действия продолжились. Я не думаю, что Россия, вернее Кремль, будет в состоянии согласиться с тем, что Украина будет продолжать стремиться в НАТО. То есть блок вопросов НАТО оставаться не может. И это однозначно, потому что НАТО является одной из главных причин 24 февраля 2022 года. Второй вопрос, который, наверное, он будет обсуждать с ним, какие-то компромиссы по этим территориям. Потому что в этих 19 пунктов было обозначено по линии соприкосновения, на что Россия не может согласиться, вернее, может согласиться года через два, когда эта линия соприкосновения будет включать в себе уже Славянск-Краматорск в виде руины и щебня. С какими-то там инфраструктурами, вот этих там водяных вопросов. Господи, вроде бы отрубил само приложение, а это приложение продолжает настаивать, не суть. Третий важный вопрос, который я абсолютно уверен, что они должны обсуждать, это не вопрос вооружения, ладно. Там есть вопрос, что делать с этими российскими активами. В этих 19 пунктов, ладно, я вам небольшую часть из того, что я читал, скажу. Вы знаете, как они намерены, согласно этих 19 пунктов, распорядиться? Во-первых, Россия должна принять на себя обязательство полностью восстановить Украину, без никаких указаний на каких-то размеров. Во-вторых, эти замороженные активы остаются замороженными, пока Россия это не сделает. И только после того, как она полностью восстановит Украину за свой счет, естественно, тогда можно посмотреть, будут ли они возвращаться. В переводе Россию рассматривают в этих 19 пунктов как проигравшей страны, как побежденной страны, которая должна платить репарации и контрибуции до самого упора, до самой не могу, что называется. Что удивительно с учетом вот этой линии фронта. То есть главный вопрос, и на мой взгляд, это НАТО и территории, которые будут обсуждать Витков и Кушнер с Путиным. И Путин не отступит из этих двух вопросов. Наверное, Путин согласится на то, ладно, не будем настаивать на пункт сокращения количества украинской армии до 600 тысяч штыков. Это да, тяжело, но это как-то можно. Кимбургской косы тоже никто отдавать не будет по уже перечисленным причинам, хотя она тоже присутствует. То есть я считаю, что 3 пункта Россия отступать не может. Это вопросы и НАТО, то есть военного нейтралитета и внеблокового статуса Украины во всех видах и смыслах этого слова. Это вопрос территории должны быть, вопрос Кимбургской косы и вопрос иностранных войск на территории Украины. В этих 19 пунктов тоже было указано, что Украина должна быть в состоянии пользоваться своими суверенитетами по своему усмотрению, приглашать и держать на свою территорию союзнических войск настолько и на долго и в таких количествах, которые она сочтет нужным. То есть эти 4 пункта, если они будут обсуждать, я думаю, что Кремль на это не пойдет. Другие там варианты, скорее всего, будут соглашаться. И да, я готов не то, что с вами согласиться, а полностью поддерживаю ваши ожидания о том, что
они будут обсуждать те изменения в властной вертикали Украины, которые они сейчас будут делать. Потому что совершенно очевидно, что американцы, заметьте, давали, Дрискл говорил, что до 27 числа у вас дедлайн. Говорил, 28 числа что случилось? Ермак. А что после Ермака? То, что Зеленский вышел и героически сказал, что правой своей рукой он готов отпилить и отсечь левую свою руку, пусть и выглядит каким-то героическим вербальным жестом, но это понятно, что пошли его калечить и отсекать и отрубать со всех сторон, и потом останется его башка, торчащая в качестве конечности, которую нужно тоже отсечь. То есть начались с операции «Мидас», с Миндича, который тоже был далеко не последний человек в иерархии в круге окружения Зеленского, дошли до Ермака, после Ермака, ну, я не знаю, там Шмыгаля могут взять, ну, любого уже могут взять и будут сужать вот этот круг. То есть Зеленский не может править процессами без набора людей, с которыми он это делает. Если они начинают обрезать и отрезать и отсекать этих людей, у него не так быстро и не так эффективно могут набраться другие люди, а и смысла нет, потому что он не идет, я уверен, он не дурак, у него, наверное, многие недостатки есть, которые сейчас я обсуждать не буду, но я не считаю его клиническим идиотом. Если они пошли на такую жесткую хирургию, без обезболивающих и без подсладителей, обрезать и отсекать ему вот эти рабочие политические конечности, он прекрасно понимает, что таких конечностей у него не так уж и много. И в конце концов, если он не пойдет на болезненное политическое решение, которое до сих пор он упирался, то последняя конечность, она все равно в зоне доступа, то есть его башка, и она может распрощаться с туловищем таким же болезненным, унизительным, а может быть и физическим образом, как и все остальные другие политические Вы сказали это слово, а оно, кстати, очень уместное. Унизительным. Ведь это же унижение. Да. Это же просто никто не рассматривает с этой стороны, ну, процесс, да. Легче там какую-то конспирологию поверить. Никакой конспирологии, это унижение. Это просто, ну, это растирают. Да, это плюнули в тебя и размазывают. Это большое унижение. Вот то, что сейчас происходит с вертикалями власти Зеленского. Мы в прямом эфире. В общем, тут две новости. Значит, одна, что Зеленский... Ой, господи. Значит, Зеленскому передали, там доложили о переговорах после встречи в США. Документ плана доработали. Сегодня Витков передаст его Путину. Витков уже в воздушном пространстве России. О Кушнере не сообщают. Ну, посмотрим, да, что к чему и что нас ждет. В общем, через несколько часов будет встреча Виткова и Путина. Тут выходит у нас Венеславский, член комитета, говорит, после войны женщины будут служить в армии. Все, готовьтесь. Ну, так сказать, описывает нам перспективы. Это для тех женщин, кто еще там думают выезжать, не выезжать. Сейчас это все еще возможно. Вот. Ну, в общем, и в 26-м году Рада там сейчас торгуются за бюджет, будут прекращать телемарафон. 2 миллиарда не хотят выделять. В общем, может прекратиться даже вот это, так сказать, вышка зомбирования. Давайте перейдем к вашим вопросам. Начнем с клуба зрителей. Шелест. Александр Пламен, спасибо за эфир. Россия ответит Украине за атаку на мирные морские суда или не будут идти на обострение? Заявление Турции как-то может повлиять на Украину. И, значит, Зеленский прислушается к Эрдогану. В Болгарии общество как к атакам отнеслась в Черном море? Ну, отвечая на первую часть вопроса, я не думаю, что Россия будет делать специальную ответку по поводу этих судов, потому что они прекрасно понимают, что ни решение, ни даже вот эти дроны, они не находятся в зоне решения нынешнего Киева, ни сырского и даже не военно-морских сил Украины на случай, если такие вообще остались. Поэтому бить по хвостам, либо бить по дубинку, который бьет собаку, вряд ли имеет какой-то смысл. В России тоже не дураки, поэтому специальную ответку по этому поводу именно в Украине, я думаю, что не будет. Да, они будут, конечно, продолжать бить жестко, те объекты, которые у них в календарном плане стоят, и да, кто-то может потом сделать некоторую спекуляцию, сказать, а вот это ответка за вот это. Но это будет на уровне аналитики. Никакой такой прямой связи с этим не будет.
Как Болгария к этому относится? Ну, относится с большим напрягом, потому что, во-первых, это экологическая катастрофа, а туристический бизнес Болгарии, он достаточно такой важный для и без этого уничтоженной промышленности и индустрии Болгарии постсоциалистической. Поэтому такие загрязнения, которые могут убить сезон, либо создают такие напряги, это неприятно. С политической точки зрения, у болгар есть определенная болезнь, грех непростимый и невозможный для лечения. Именно это клиническая, генетическая, нелечимая, неистребимая русофилия. То есть 70-80% болгар, что молодые, что взрослые, относятся либо нейтрально положительно, либо ярко положительно к России. Если кто-то бьет по Россию, это означает, что понимаете, здесь генетическая память. Здесь прекрасно понимают, и даже пословица есть. Тот, кто рубит сук под названием России, упадет на ятаган Турции. То есть на Балканах это так. Есть два большие субъекта, если не один, то другой. Если не хочешь быть с одним, ты обязательно получишь другого. Турок мы уже имели на нашу территорию, вернее, сложно так это сказать по-русски многопластово говоря, скажем так, они у нас уже были на 400 с чем-то лет. Больше не надо, мы этому наелись, и больше нам этого не хочется. Когда Россия с Советским Союзом у нас были отношения, 45 лет. За этот период болгарская армия стала 167 тысяч. Валовый внутренний продукт Болгарии социалистический в 1981 год был выше и больше, чем валовый внутренний продукт капиталистических натовских Турции и Греции вместе взятые. У нас было под 5 тысяч больших промышленных предприятий, безработицы не было, образование, здравоохранение и все остальное. То в космос летали в конце концов, когда мы были вместе с Советским Союзом, и военно-оккупационных баз Советского Союза на территории Болгарии не было ни одной. Не было ни одного советского солдата-оккупатора на территории Болгарии. А сейчас наши союзники, американцы, 4 американские военно-воздушные оккупационные базы, которые платят 0,00 центов пенни, лева или евро, даже за аренду на этих баз. Поэтому Болгария относится к России совершенно категорически и решительно. До того, как начались достаточно сложные события 2014, а тем более 2022 года, 1,5 миллиона русских отдыхали на Болгарской Черноморье, соответственно, спасали вот этот туристический сезон. Они были инвесторами, они были нормальными, приличными, образованными, цивилизованными людьми, близкие по духу, по языку, по всем остальным нам. И болгары с радостью их принимали, с радостью делились, продавали недвижимость и рассматривали заселение этих людей как что-то очень хорошее, очень правильное, очень нормальное. То есть никакого напряга не было. Ну, исключая, естественно, политического обязательного шума, которые обязывали должностных лиц из Софии и некоторые центральные СМИ, чтобы не извергали какого-то русская оккупация. Это, конечно, обязательно, потому что колония – дело колониальное. С этим никак не поспоришь. Так что к этим ударам России, к этим военным, можно сказать, неуспехам, либо другим несгодам России в этой войне, в Болгарии есть даже люди, которые вообще не разбираются и вообще этим не интересуются, и для них очень простой вопрос. Это Россия или антироссия? Это Россия или это против России? Так. Если это против России, неважно, что это те же самые русские, только под названием украинцы, мы за Россию. Все. Виталий, добрый день, Александр Пламен. Вопрос. Когда я просматриваю ленту политических новостей, то ловлю себя на мысли, что эта информация увлекательная и даже затягивающая, но несущая в себе лишь крупицы полезной составляющей. И вот вчера на глаза попался график изменения курса рубля к доллару. Там видно падение в 23-м и взлет в 24-м. Но на данный момент курс точно такой же, как и на момент начала войны. Помогите разобраться, этот график ни о чем или тут есть над чем задуматься? Заранее спасибо за ответ. Ну, начало вот этого вопроса было, честно говоря, интересное, просто потому, что я через это тоже проходил. Я был готов долгое время с этим согласиться, но потом стал подбирать различные источники. Я думаю, что наш зритель тоже постепенно придет к тому, что и на специализированных источниках, коротко говоря, будет интереснее и более достоверно. А по поводу курса рубля, я, конечно, не человек с профильным финансово-экономическим образованием, хотя писал книги «Менеджмент ветеринарного бизнеса», где был вынужден и не просто описать, но и разбираться в процессах и финансирования, и инвестирования, и других экономических там подробностях. Не буду, конечно, сейчас это обсуждать.
Курс рубля – это дело практически абсолютно внешнеуправляемое. Эльвира Сафизадовна Набиуллина, человек, мягко говоря, подневольный, и она подневольная не Путину, а именно Международному валютному фонду и Мировому банку. Она человек их, глобальных банкстеров. Поэтому ровно так же, как без никаких на то физических, экономических, реальных или других оснований в конце декабря 2014 года она, а не я, и не мы, и не вы, и не кто-нибудь другой, обрушила курс рубля почти в 2 с чем-то раза, ну, был период даже почти в 4 раза, потом он стабилизировался на 2 с чем-то раза, ровно так же сейчас манипулируют этим курсом рубля, и он вообще никаких экономических реалий на земле не сигнализирует, не соответствует, и делать какие-то другие выводы не стоит. Рубль появляется в качестве валюты в России сложным интересным процессом, когда Россия должна продать на внешний рынок что-то за баксы. Эти баксы обязательно должны идти в определенный Манхэттенский банк международных расчетов, где определенный клерк, раньше это был, ну там специально я даже знал его имя, господин Хугарвеш, что ли, или неважно как, который возглавлял агентство по управлению колониями в чужбине и так далее, не суть, где они смотрят, сколько баксов пришло именно из-за того, что русские продали, разделяем вот эту сумму на 2, то есть обеспечение в баксах должно быть 200% за 100 единиц выпущенных рублей, и расписывал на бумагу разрешение, можно сказать, приказ Центральному банку Российской Федерации, что вы можете имитировать российских рублей на вот этот номинал к этому моменту. То есть это рубль – это перекрашенный оккупационный американский доллар, если кто-то в этом сомневался. Поэтому курс рубля определяется не Кремлем, не Центробанком России, не Путиным и не Святым Духом. Он определяется специфическими другими ребятами. Поэтому не надо делать какие-то слишком далеко идущие выводы, которые не имеют прямую связь с экономикой на Земле. Вопрос. Понимает ли Пламен, значит, что сейчас отношение к Болгарии такое, что при следующем конфликте с Турцией Россия будет продавать ножи из златоустовской стали Турции, а не Болгарии? Понимаю, это долгий и сложный процесс, который сейчас обсуждать не буду, просто именно потому, что он долгий и заслуживает отдельную передачу. Попрошу нашего зрителя посмотреть мое участие в Политкафе, второе по счету, где я подробно описывал, как менялись российско-болгарские и потом болгаро-советские, а потом опять российско-болгарские отношения за последние, 100 с небольшим лет. Там есть все именно по фактам, по датам, по ФИО и по должностным лицам, которые даже к этому моменту все еще были в живых, и никто из них не посмел оспаривать либо опровергать то, что я сказал, просто потому, что это правда, которая висит в документном виде везде. Поэтому рассматривать вот эту текущую ситуацию как решение болгар, это, как сказать, это быть настолько наивным, что это уже несовместимо с разумной формой жизни. А посмотреть на свою собственную советскую, потом российскую, потом советскую историю, вы увидите определенные эпизоды, факты и события, которые предопределили именно со стороны России, потом Советского Союза, потом России, вот именно это состояние нынешней болгарской политической верхушки. Нас подарили, Горбачевская команда, буквально угостили своих новых американских друзей какой-то Болгарии совершенно бесплатно. Достали из ящика Кремля конверт с названием «Суверенитет Болгарии», вручили его бесплатно, не продали, американским друзьям просто так, гоститься, что называется. И то же самое сделали с другими восточноевропейскими странами, а Эрихов Хоникера, одного из самых верных Советскому Союзу руководителей Германской Демократической Республики, просто передали, экстрадировали на растерзание обратно в Германию. Поэтому, ребята, изучайте свою собственную историю. Причем самые главные подробности, самое главное событие, вашу же собственную историю, начиная, если хотите, с Вискули, основанного против 9 декабря 1991 года, и тогда многое тайное, наверное, для вас станет явным, и вы сможете понимать вот эти нынешние процессы и не путать органическое с внешнеуправляемым. Примерно вот так. Значит, почему в свое время Андрей интересуется, Болгария отказалась стать газовым хабом России, а Турция согласилась?
Во-первых, Болгария не отказывалась, потому что Болгария подписала этот договор, причем сделала это даже времен Бойко Методиева-Борисова, который являлся, ну, скажем так, самым что ни на есть 200% американским агентом, халуем, лакеем и так далее и тому подобное. Даже он понимал и даже он подписывал, не просто подписывал, стройка велась и инфраструктурные действия и складирование вот этих огромных труб, они все еще находятся на территории Болгарии и ждут своего часа, когда это тоже должно быть сделано. Почему так называемая Болгария отказалась? Потому что к этому моменту, это было, опять же, 6 напротив 8 декабря 2014 года, тогда шел уже 400-дневный протест в Болгарии, то бишь Майдан. Ну, более мягкие лайтовые версии, чем тот, который был в Украине, абсолютно со всеми этими внешними признаками, кроме как большой резни, как это было сделано 18 по 21 февраля в Киеве. Значит, 6, 7 и 8 декабря 2014 года в Болгарию приехали 3 американские сенатора, один из которых не то что буревестник, а, скажем так, символ этих цветных революций, Джон Маккейн. Они заставили тогдашнего премьера Пламенного Ришарского, против которого шел вот эти 400-дневный Майдан, сорвать, прекратить отношения с Южным потоком под угрозой, что если вы это не сделаете, вы получите продолжение, которое вы увидели, что уже произошло в Украине. Потому что, еще раз, речь идет именно о 2014 году. Тогда руководство Кремля сделало немножко опрометчивый, на мой взгляд, достаточно глупый вывод и решение. А раз Болгария недостаточно суверенна, мы обратимся к Турции, и мы с ними заключим те же самые отношения, и мы сделаем поворот вот этого южного потока, который был уже зарыто в грунт Черного моря под 3-4 миллиардов, скажем так, инвестиций, и сделали поворот в сторону Турции. Те ребята в Кремле, которые думают, наверное, что они великие, какие-то крутые, даже на карту не посмотрели, потому что как бы ты ни загнал газ в Турцию, для того, чтобы этот газ потом попал в Европу, этот газ тоже должен пройти через территорию Болгарии, потому что географию Балкан никто не отменял. И потом ты уткнешься в абсолютно те же самые, которые будут перечить тебе в этом же самом, что на самом деле произошло. Что на самом деле произошло за все эти годы после этого. Поэтому, если кто-то говорит, почему Болгария отказалась, Болгария не отказывалась, Болгария это подписывала. Просто под внешним физическим давлением. Есть знаковая фотография, где премьер-министр Пламен Орешарский выступает. Рядом с ним стоят эти 3 американские сенатора, буквально в 1,5 метра, с этими переводчиками, которые здесь в ушах, и слушают внимательно, скажет ли он именно то, что они ему сказали сказать. И только тогда мы прекратили, но не отказались. То есть, грубо говоря, поставили на паузу, которая все еще продолжается. Именно поэтому эти трубы все еще находятся на территории Болгарии. К этому моменту Америка, соросовские там ребята с рассята местного разлива, и Америка для Болгарии, есть такое НКО, который распространял тогда деньги на все эти НКОшники, там грантоеды, на своем собственном сайте зафиксировали, что они потратили 400 миллионов долларов Болгарии на вот эти ресурсы и расписали, кому сколько дали на своем же сайте. А Россия в это время вообще не вкладывалась ни во что. Тем не менее, тогда 2015, 14 и 15 год в Болгарии, помимо этих протестов, каждое воскресенье выходили многотысячные митинги прорусские, про Донбасс, про ЛНР, если хотите, даже про армянские, даже про кубинские, все это вместе взятые, в поддержку России, без никакого российского посольства, без никаких российских грантов, и это не было отражено в Москве. Я тогда был в Москве, мне ребята это отправляли. В Москве не было такой поддержки ни Бессмертного полка, ни всех остальных. То, что происходило в Болгарии, не приурочено к 9 мая, а на весь этот период несколько сот дней каждое воскресенье наши выходили. А в Москве продолжали говорить, Болгария предатели. А вот эти болгары, которые выходят, которые сталкиваются с полицией, которые потом гнобят, гасят, вот это что? Нет, это не отражали. Значит, потом смотрите. удивляются, почему там наших нет. А откуда взяться этим вашим, когда вы ваши на Донбассе не защитили, и ваши в Болгарии тоже не поддержали? Откуда им взяться, этих ваших? Смотрите, такие жизненные вопросы. Сразу давайте объединим в несколько к ряду. Там Марина, например, спрашивает, стало ли лучше жить Болгария. Ну, такой риторический, наверное, вопрос. Есть вопрос, кто вообще ездит отдыхать в Болгарию. И вот такой. Прошу ваш совет. Стоит ли мне сейчас переезжать в Болгарию из Германии?
Имею ВНЖ по параграфу 24. Пенсионерка. Спасибо за совет. По поводу пенсионерки сразу говорю, да, стоит, потому что это сделали немалое количество германцев, особенно времен ковида, потому что в Болгарии мы сражались и добились других результатов и других успехов, кроме как наших коллег под, грубо говоря, командованием Хайку Шонинга, где был World Medical Alliance, то бишь мировой альянс медиков, где я был, и наши болгарские ребята были. То есть это был такой медицинский интернационал, который боролся за здравый смысл и за правду по поводу вот этого занятия, скажем так, К-19, назовем это условно. И германцы, когда увидели, каковы были результаты, действительно стали переселяться сотнями, а потом и тысячами жить в Болгарии. Таких есть, и могу познакомить, и они неплохо себя чувствуют, как минимум ради того, что если речь идет о пенсионном возрасте, солнышко это лучше, чем климат Германии. Скажу это так деликатненько. А живется ли лучше в Болгарии? Наверное, имеется в виду в сравнении с социалистическим периодом, конечно, драматически хуже. Но есть определенные, скажем так, от 100 до 700 тысяч человек, которым кажется, либо они считают, либо у них действительно получается жить лучше, просто потому, что они находятся на входе пищевых цепочек, то есть начало вот этих финансовых потоков и операций Болгарии, и, соответственно, меньшинству, мизерному колониально-лояльному меньшинству живется, ну, наверное, они определяют это как лучше, просто потому, что они лукавят. Зато неважно, какие деньги ты зарабатываешь в Болгарии, безопасности на дорогах, физической безопасности для тебя нет, дорожной безопасности за автомобилем нет, здравоохранения как не было, даже и за деньги нормальные получить сложнее, только по блату, по знакомству, и где найдешь какие-то остатки совести у какого-то медицинского специалиста. Образование ни за какие деньги за своих детей ты нормальное получить не можешь, потому что оно уже истреблено, выжжено железным, каленым железом, что называется, и инфраструктуру Болгарии, каким бы ты ни был богатым, ты не можешь построить дороги и решить все эти проблемы. Как мой друг мультимиллионер говорит, я не могу быть счастливым в стране, где есть так много несчастных людей, и мои детки не могут иметь счастливое детство там, где они вынуждены играть с детками несчастных родителей. То есть у меня есть миллионы решить мои бытовые вопросы, но я не могу решить вопросы, дать моим деткам то счастливое детство, которое у меня было бесплатно. И такие разговоры с такими болгарскими мультимиллионерами, у которых есть более, десятки миллионов баксов, назовем это так, физически наличные, собственные. Вот такие интересные философские разговоры. Я думаю, что то, что я сказал, вообще ничем не отличается от того, что могут сказать полные аналоги таких же миллионеров и таких же людей на территории Украины и России. Там абсолютно то же самое. Ничего принципиально различного нет, только география различная. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем эфире. Пламен, благодарю за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы, господа офицеры и господа не пьющие, не офицеры, выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас должно приложиться. Не забудьте, действительно, я знаю, что многие из вас специально забывают, либо просто забывают, 74% забыли сделать себе подписку, щелкнуть на колокольчик и потом черненький на канал Шелеста, на канал Шелест Шум, на мой канал, потому что иначе вы будете власти вот этих, скажем так, колониальной дерационализации, которые пользуются смрадами, средства массовой рекламы, агитации, дезинформации, которые превращают вашу мозговую субстанцию в фекальную такую. Если вы за собой это не замечаете, вы это заметили в вашем окружении. Поэтому будьте здоровы, будьте с нами, продолжение следует. Всего вам доброго. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.